Путин нажил нового врага, Москву публично унизил министр влиятельной страны. Расскажем. Впервые в новейшей истории задержание, которое войдет в анналы. Уроки патриотизма от ветеранов спецоперации дают свои плоды. Подростковое насилие вырвалось из-под контроля. Атака на кортеж главы правительства. Случайность или спланированное нападение? Очередное ЧП в армии. Раньше были смех и красивые слова, теперь полетели головы. Президент испугался заговора и действует на опережение. Соратников вчерашнего союзника лишают должностей, мандатов и свободы. Помогал Путину, расплата в пути. Как режим сам благодарит в кавычках своих преданных солдат. Об этих и других новостях к утру пятницы 20 февраля. Факты, которые имеют значение. Новости Нехта. Коротко и по делу. Кремль сумел нажить себе еще одного врага. Представитель государства, которое всегда старалось быть сдержанным в отношении России, раскритиковал представителя Москвы. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар разнес в ООН выступление Василия Небензи. Было довольно интересно слушать, как представители Российской Федерации говорят о законе и международном праве, об оккупации, расширении земель и мирном разрешении конфликтов. Должен признаться, мне пришлось сдерживаться, чтобы не расхохотаться вслух. Во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке Василий Небензи обвинял власти Израиля, используя привычную уже риторику российского МИДа. Лицо намерение Западного Иерусалима развязать себе руки в целях бесповоротного изменения статус-кво на СБРИ, в том числе за счет закрепления ползучей экспансии и выдавливания местного населения. А мне кажется, что тут налицо очередной геополитический успех Кремля. Неприкасаемых нет. Этот принцип продемонстрировала Великобритания. Брат короля, теперь уже бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, взят под стражу. Задержание связано с расследованием по делу Джеффри Эпштейна. Полиция провела обыски по нескольким адресам в Норфолке и Беркшире. Эндрю ранее неоднократно отрицал свою причастность к правонарушениям, связанным с Эпштейном. Он утверждал, что не имеет отношения к сексуальным скандалам, связанным с финансистом. Это первый случай, когда бывший принц был официально задержан в рамках уголовного расследования. Один из основных принципов нашей системы заключается в том, что все равны перед законом и никто не стоит выше закона. И очень важно, чтобы это применялось повсеместно. Это принцип, это давний принцип. В начале текущего года Эндрю переехал из Роял-Лоджа в Виндзоре в другое имение, чтобы избежать общественного внимания после публикации новых свидетельств, касающихся его связи с женщинами, привезенными Эпштейном. Учебное заведение снова стало местом преступления в России. В Александровске Пермского края ученик 7 класса напал с ножом на одноклассника, ранив его в туловище и шею. Нападение, по версии следствия, произошло из-за личного конфликта. Пострадавший подросток был оперативно доставлен в больницу, его состояние стабильно. В ответ на происшествие все занятия в школах города отменены до 24 февраля, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, накануне нападения агрессор написал в чате, что в школе будет что-то интересное. Раненого ученика спасли учителя, а охранники школы помогли задержать нападавшего, отобрав у него нож. Несмотря на то, что в школе установлены металлоискатели и система видеонаблюдения, нападавший сумел пронести холодное оружие. Этот случай стал уже 6-м нападением в российских учебных заведениях за последний месяц. Ранее подобные происшествия случились в Анапе, Уфе, Красноярском крае и других городах. Сначала они приводят к детям убийц под видом ветеранов, а потом вдруг такой скачок преступности среди подростков. Совпадение? А вот на тех, кто помогает прививать школьникам ненависть, стали экономить. В российских регионах начались задержки зарплат школьным учителям, в частности, выплат за классное руководство. Проблемы затронули минимум 10 областей, включая Челябинскую, Иркутскую, Ростовскую и другие. Задержки касаются федеральных надбавок, которые составляют от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от региона. Причина – нехватка финансирования от Министерства образования и науки. Школам, где не выплачены эти средства, поручено
нужно провести разъяснительную работу с учителями. Тут очень подошла бы знаменитая фраза Медведева. Ну, просто денег нет. Держитесь. В Министерстве образования заявили, что не несут ответственности за задержки, а профсоюз учитель уже обратился в Генпрокуратуру с просьбой о проверке ситуации и наказании виновных. А кто же виноват в том, что все деньги ушли на войну? Не тот ли, кому некоторые учителя четверть века помогали рисовать результаты выборов? Польша собирается отгородиться от опасных соседей не только стальным забором. Премьер подтвердил выход страны из Оттавской конвенции. Дональд Туск ясно дал понять, какова цель. Мы находимся в процессе финализации этого минного проекта, который имеет решающее значение для нашей безопасности, для безопасности нашей территории и границы. Проект «Восточный щит» также представляет собой возможность, которую мы вскоре получим для минирования польской границы в случае угрозы в течение 48 часов. Похоже, агрессивным режимом Путина и Лукашенко будет сложнее захватить Сувалкский коридор. To jest coś, z czym my walczymy, z czasem. Здесь мы боремся со временем. Враг очень опасен. Нельзя тратить впустую ни секунды, ни минуты, ни часа, ни дня. Свои заявления министр обороны и глава правительства Польши сделали под Варшавой, где посетили показ новейшей военной техники. В частности, лидерам правительственной коалиции военные продемонстрировали возможности беспилотных летательных и наземных аппаратов. Очередной скандал из-за Гренландии. Стали известны подробности некрасивой сцены между известным представителем команды Трампа и премьером Дании. Неприятным сюрпризом стало то, что в главной роли выступил Линдси Грэм. Во время Мюнхенской конференции по безопасности сенатор-республиканец, больше известный горячей поддержкой Украины, продемонстрировал свое неизвестное обличие. Споря с премьером Дании Метте Фредериксен и премьером Гренландии Йенсом Фредериком Нильсеном, Грэм заявил, что если президент США Дональд Трамп действительно захочет Гренландию, Вашингтон может просто забрать ее. В ходе конфликта он назвал Фредериксен «маленькой леди». Участники описали поведение Грэма как абсолютно недопустимое, а один из них отметил, что сенатор использовал много нецензурных выражений. Такое поведение возобновило беспокойство о возможных планах США на Гренландию. Вообще в курсе, что у нас каждый месяц или чуть ли не каждую неделю умирают люди? Да вы что? Солдаты. Да вы что? Вам смешно? Нет, серьезно, вам смешно? Скандал в Казахстане. В Министерстве обороны наконец-то перестали смеяться, а начали реагировать на факты насилия по отношению к солдатам срочной службы. Ведомство приняло кадровое решение после инцидента в воинской части в поселке Атар Жамбылской области, где срочник получил тяжелые травмы. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело и проводится расследование. 4 высокопоставленных должностных лица были отстранены от своих постов, включая командира части и его заместителей. Также объявлены строгие дисциплинарные взыскания для ряда офицеров и сержантов. Инцидент связан с тем, что солдат Есбол Капар был избит несколькими сержантами, получил перелом челюсти и носа. Насилие стало визитной карточкой армии страны. Только за последние 2 года в воинских частях погибли 88 военнослужащих, из которых 25 по причинам самоубийства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что такие случаи являются чуждыми цивилизованному обществу и не должны происходить в мирное время. В прошлом году Токаев даже снял прежнего министра обороны, правда, почти сразу дал тому не менее теплую должность. Новый министр недавно рассмеялся на вопрос о насилии в армии, а на протесты матерей власть обычно реагировала задержаниями. Гражданин Украины протаранил кортеж премьер-министра европейской страны. В Черногории 21-летний водитель БМВ врезался в служебный автомобиль, сопровождавший главу правительства страны Милойка Спайча. ДТП произошло в поселке Скрбуша накануне, когда водитель по неизвестной причине пересек встречную полосу и столкнулся с автомобилем охраны. В результате аварии пострадали 3 правоохранителей, один из которых получил серьезные травмы. Премьер-министр в момент инцидента находился в другом автомобиле. Виновник столкновения был задержан и доставлен в прокуратуру, где ему предстоит ответить за угрозу безопасности на дороге.
Президент подстраховывается. После снятия с должности своего бывшего ближайшего союзника глава Кыргызстана продолжает зачищать властные структуры от его людей. Теперь Садыр Жапаров отправил в отставку мэра Оша Жанибека Токтарбаева, близкого к экс-главе Госкомитета нацбезопасности Камчибеку Ташиеву. Отставка Токтарбаева – только часть кадрового цунами. Людей Ташиева лишают должностей, мандатов, но уже начались и задержания. Сам недавно всемогущий силовик на короткое время вернулся в Кыргызстан из Германии, но снова покинул страну. После многих месяцев тишины стало известно о судьбе Николая Статкевича. Один из самых старых оппонентов Александра Лукашенко. Он не раз попадал за решетку и осенью снова поломал диктатору игру, не позволил вывести себя за границу. После этого об оппозиционере не было никаких известий, даже о том, жив ли он. И вот, наконец, офицер и оппозиционный лидер оказался на свободе. Об этом сообщила жена политика Марина Адамович. Но есть и не очень радостные новости. У Статкевича есть проблемы с речью, в неволе он перенес инсульт. Политик был задержан еще в мае 2020 года, а позже приговорен к 14 годам колонии. С июля 2022 его держали в жестких условиях одиночной камеры. Топил за СВО? Получи пинок под зад. Несмотря на многочисленные заявления в поддержку преступной войны, поездки по госпиталям, безумные законодательные инициативы, два известных путиниста расстаются с очень теплыми креслами. Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман не будут выдвинуты на выборы в Госдуму по своим одномандатным округам в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации Путина. Певцов и Вассерман, избранные в Думу 5 лет назад, не будут повторно выдвигаться от партии «Единая Россия». Партия планирует выдвигать других кандидатов в этих округах. Певцов заявляет, что он пока не принял окончательного решения относительно выборов в сентябре, а Вассерман на запросы РБК вообще не ответил. Кто продинамил Трампа с его Советом мира и как Москва провоцирует Вашингтон? Президенту какой страны дали пожизненное и вывода из какой страны хотят потребовать у России? Кого из самых известных борцов за русский мир будут судить? И какой секрет приоткрыл Залужный? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже вечером.